Усики, 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 пасынки, пасынки, как же их много! Здравствуйте, уважаемые любители винограда! Усики и пасынки на винограде. Удалять или не удалять? Это сегодняшняя наша тема. Постараемся коротко расставить все точки над «и». Итак, первое, давайте поговорим про усики. Зачем винограду нужны или кусту винограда нужны усики? Ну, виноград – это лиана, которая плетется, растет вверх, и ему нужна опора. Если бы виноград рос бы в лесу, там есть деревья, кустарники какие-то, и он плелся бы на этих кустарниках, и ему надо цепляться за что-то, чтобы удерживать себя. Замечено, что в течение суток усики делают вот такие обороты. Вот представьте, вот так, буквально вот так. И они ищут за что бы зацепиться. Как увидели проволоку, прикоснулись. Представьте, как мудро все создано. Как прикоснулись проволоки, сразу начинают накручивать, подтягивать себя. И сейчас, вот в это время, они еще, усики, травянистые. Через какое-то время они отвердевают, становятся одревесневшими или, как в народе говорят, одубеют. На нашем винограднике мы их удаляем по нескольким причинам. Вот одна причина. Вот давайте посмотрим вот сюда. Кстати, вот этот куст я специально не трогал. Ни усики, ни пасынки, ничего не трогал, не удалял специально для того, чтобы показать вам. Что происходит? Посмотрите, усики, вот они. Видите, они заплетают друг друга. Бывает так, что они цепляют друг друга и подтягивают, и вот получается загущение. Чтобы этого не происходило, мы удаляем усики. Вот в идеале, конечно, чтобы побег от побега рос вот так, вот на вот таком расстоянии, примерно 15 сантиметров, чтобы здесь гулял воздух, ветер, солнце попадало, и чтобы наши кусты не заболевали. Почему еще мы удаляем усики? Еще одна главная причина. Обычно осенью перед заморозками, ну, мы смотрим на прогноз погоды, ну, примерно за неделю, за 10 дней мы начинаем до заморозков, до морозов серьезных. Начинаем делать обрезку, снимать лозу со шпалеры и формировать куст. Сейчас усики, они мягкие, травянистые, легко выламываются. Вот даже вот смотрите, взял вот так ногтем, вот просто выламываются. Кстати, ногтем лучше не делать, потому что у вас под ногтями потом будет зелень, кожа рук будет черная, и это некрасиво, эстетически некрасиво. Мы используем ножницы, маленькие садовые ножницы, очень удобные. Это не реклама. Теперь, что касается усиков, на нашем винограднике мы стараемся полностью их вырезать, потому что сейчас легко их вырезать, они как трава. Вот берем ножницы, подходим вот сюда, вот к основанию, смотрите, вот основание, чик, и все, и нету усика. Вот здесь тоже посмотрите, пожалуйста, вот так раз, и вот просто вот так взялись, допустим, взялись вот один побег и начали полностью вырезать усики. Следующий побег вырезали, вырезали, вырезали. И вот так весь куст мы просто вырезаем усики. Даже в семье делимся. Кто-то вырезает усики, кто-то вырезает пасынки. Ну, забежал вперед насчет пасынков. Давайте тогда перейдем сейчас к пасынкам. Что такое пасынки? Пасынки – это боковой побег. Вот есть основной побег. Вот давайте посмотрим. Вот я его так постараюсь раздвинуть, остальные в сторону, чтобы вы наглядно увидели. Вот основной побег, толстенький, вот он. Он даже сейчас чуть толще карандаша. Вот он, основной побег. А вот здесь вот основной листик. Из пазухи основного листика, видите, вот она почка, это урожай на следующий год. Вот отсюда из пазухи выходит боковой побег. Если основной побег растет вертикально, пасынок растет, тянется, ну, вот горизонтально, можно сказать. Видите, вот он, ну, почти горизонтально, на 35 градусов. Вот это и есть пасынок. На нашем винограднике пасынки полностью обычно мы не удаляем. Частично на кустике мы удаляем пасынки, а частично оставляем. Первое, какие пасынки мы удаляем полностью? Ну, давайте возьмем теперь вот здесь вот этот ракурс и посмотрим, что мы делаем. Как я уже сказал, здесь мы ничего не трогали специально для ролика. Вот посмотрите, вот соцветие, видите, вот оно соцветие. Ниже соцветия, кстати, цветет сейчас. Ниже соцветия вот эти пасынки, я вот
аккуратно, вот так вот перчатки одел, аккуратно выломаю. Наша задача вот в районе соцветия убрать все, что загущено. Почему? Чтобы лучше опылялось наше соцветие. Так, вот смотрите, уже начинает сыпаться. Я дотронулся чуть-чуть, но не критично. Я вижу, что эта гроздочка, она может даже переопылиться. Здесь много. Все лишнее все равно опадет. Вот здесь, посмотрите, это не пасынок, это просто побег. И он лишний, он будет загущать. Удаляем. Здесь, вот он пасынок, нижний, удаляем. Здесь удаляем. Вот они побеги, посмотрите, пожалуйста. Лишние, они мне не нужны. Будут забирать только силу. Удаляем. То есть, смотрите, вот гроздочка. До гроздочки мы удаляем все пасынки. И здесь я удалил. Вот здесь у нас, давайте посмотрим, вот маленький пасынок. Кстати, если листики вот здесь в районе соцветия мешают, ну можно чуть в сторону отогнуть. Желательно их не удалять, потому что сейчас даже эти листики работают на то, чтобы лучше завязалась или опылилась наша гроздочка. Вот внутри я смотрю, вот лишний, смотрите, побег, вот он будет загущать. То есть здесь в районе соцветия мы удаляем все пасынки. Дальше что мы делаем? Выше, вот если возьмем вот этот побег, мы оставляем 1 или 2 листика, в зависимости от загущенности, 1 или 2 листика, и вырезаем пасынок. Вот здесь давайте посмотрим крупным планом. Вот пасынок, ну, здесь примерно 20 сантиметров. Тут можно оставить 1 листик и вырезаем. Дальше что происходит? Это пасынок первого порядка, вот он. А вот почка, смотрите, вот это основная почка здесь, здесь пасынковая почка. Пасынковая почка через какое-то время проснется, и дальше пойдет расти пасынок второго порядка. И я дальше оставляю еще 1 листик и тоже вырезаю. Это наше правило. Но, как говорят, у каждого правила есть свои исключения. В каких случаях я даже не удаляю пасынки? Вот давайте посмотрим сейчас вот здесь. Вот побег. Это, можно сказать, крайний побег от куста. И я вижу, что лоза такая мощная. Если я сейчас удалю все вот эти пасынки или остановлю точки роста вот здесь, да, то этот побег зажирует или станет жирным. И смотрите, в принципе, если я оставлю вот эти пасынки, здесь у меня пусто. Он не будет загущать никого, и в принципе здесь я могу себе его позволить, то есть оставить эти пасынки. А вот здесь сначала я все подвяжу. Вот я возьму подвязочник, сейчас секундочку возьму подвязочник. Так, что мы делаем? В идеале подвязать все наши побеги к проволоке, чтобы они росли вертикально и примерно на одном расстоянии друг от друга, насколько это возможно, чтобы они лучше проветривались. Ну вот как забор, как штакетники, как хотите. Вот посмотрите, примерно вот это расстояние, вот, ну идеально, видите, вот это расстояние. Что дальше? Как я уже говорил, берем ножницы, здесь мы вот, ну я быстренько уберу несколько усиков, чтобы вы видели все. Убираем вот так вот усики. То есть надо почистить все усики. Когда наш побег дорастает до сетки, а высота от земли до сетки у нас получается 2 метра 70 сантиметров. До последней проволоки 2,40, а до сетки 2,70. И когда побег дорастает до проволоки, я беру секатор, нагибаю вот просто вот так вот вниз к себе коронку и сантиметров 5 просто останавливаю точку роста. Это что касается нашей коронки. И насчет пасынков тоже я вам сказал. То есть мы пасынкуем. Теперь немножко скажу, что делать, если ваши кусты уже пострадали от морозов. И вы думаете, ну у тебя есть тут что пасынковать, темный лес, можно сказать. А у нас там несколько побегов проснулось. Что нам делать в нашем случае? Если от головы куста пошли у вас 2 или 3 толстых побега, и они жируют, в вашем случае, пожалуйста, не удаляйте пасынки. Все, что есть, все оставьте. В идеале даже, вот давайте вот сюда подойдем,
Вот представим себе, что вот этот побег, он у вас растет от земли, от головы куста. И таких у вас 2 или 3 побега всего проснулось, и есть тоже пасынки. В вашем случае, пожалуйста, отвяжите вот этот побег с проволоки и положите этот побег горизонтально на проволоку. Тем самым все вот эти пасынки вы уравниваете по отношению к солнцу их, и они будут расти вверх. Тем самым вы даете нагрузку на куст при помощи пасынков. И тем самым ваши кусты, то есть ваши побеги не зажируют. Представьте себе, корневая система у вас мощная, осталась, а верхнюю часть побил мороз. И что получается? Если мало побегов оставить, что получится? То они просто зажируют и все. Они не вызреют и не перезимуют. А весна наступит, опять вы останетесь без урожая. Чтобы такое не происходило, сделайте, пожалуйста, эту операцию. То есть, если 2-3 побега, и они уже у вас вымахали, ну, метр, может быть, может больше, снимаем с проволоки, кладем горизонтально и растим пасынки. Это первое. Второе. Если сейчас ваш куст только-только проснулся, и буквально несколько, там может быть по 5-10 сантиметров побеги, толстенькие, жирненькие, и видите, что они зажируют, потому что корневая мощная, а побегов мало. Здесь просто берете секатор, ну, сейчас знаете, как я сделаю, вот пожертвую, вот возьму пасынок вот так вот. Что вы делаете? Представим себе, что вот этот побег, он жирный, толстенький. Возьмите секатор и голову вот так отсеките ему. Тем самым вы остановили точку роста, но здесь же у него будут пасынки, может быть 2, может 3, может 4. И вы тем самым стимулируете рост пасынков. Если у вас было 3-4 побега, образно говоря, на этом кустике, то с пасынков вы умножаете в несколько раз, в 3-4 раза умножаете. И получаете на кустике 20 побегов, а то и больше. То есть вот что можно сделать, если ваши кусты пострадали от заморозков. Итак, коротко обобщу. На нашем винограднике, что касается усиков, мы их полностью удаляем. Что касается пасынков, то внизу, в районе соцветия, ниже гроздочки, мы удаляем все пасынки, а вверху мы их прищипываем буквально или вырезаем, оставляя один листик. Почему все-таки мы не полностью удаляем пасынки? Я знаю, некоторые виноградари берут и просто выламывают все пасынки, но это их право. Лист работает на фотосинтез. Вот этот лист, он работает полноценно примерно 30-40 дней. Через примерно 30-40 дней он, образно говоря, уходит на пенсию и уже не так работает, как в молодости. Чтобы заменить его, мы оставляем пасынковый лист, 1 или 2, и он уже полноценно работает на куст. Чтобы выкормить одну гроздь с размером килограмм, нужно как минимум 20 хороших полноценных листиков. А если у вас еще шпалера короткая, ну где взять столько листиков? Вот бывает, знаете, бывал на некоторых виноградниках, и шпалеры буквально вот такие низкие. И побег вырос, потом вот так вот вниз опускают, он загущается, потом вырезают. Ну, одно мучение. В идеале, чтобы шпалера была как минимум на высоте вытянутой руки. И тогда у вас будет как минимум 20 листиков плюс пасынки. Вот и вся арифметика. Итак, что касается усиков, что касается пасынков, мы делаем так на нашем винограднике. Вы делаете, как вам удобно или как вы привыкли. А может быть, вы посмотрите наш ролик и примете другое решение. Ну что, на этом давайте будем заканчивать наши съемки. Сегодняшняя тема, как я уже сказал, усики и пасынки. Надеемся, информация была интересная и полезная для вас. Также хочу поблагодарить вас, как обычно, что вы подписаны на наш канал и смотрите наши ролики. Спасибо вам огромное. Хочу пожелать самого доброго вам и вашим близким и крепкого здоровья. Успехов!